Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, желаю хорошего дня, устраивайтесь поудобнее, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, пишите свои комментарии, замечания, пожелания. Хорошая традиция пересылать это видео друзьям, знакомым через социальные мессенджеры, через электронную почту. Пожалуйста, делайте это регулярно с выходом каждого видео. Это еще один повод пообщаться со своими друзьями и знакомыми. В наших видео собрано много полезной информации, много мотивирующего материала для того, чтобы вы не забывали о своих целях, не забывали о своих мечтах. Тема сегодняшнего видео, кстати, посвящено женщинам и входит отдельный плейлист «Колесо жизненного баланса» для женщин и отдельный плейлист «Практика колеса жизненного баланса». Тема видео – планирование от целей на год до заданий на день. Почему это видео посвящено женщинам? Дело в том, что система планирования целей на год у женщин и мужчин, она, скажем так, очень сильно отличается. Для женщин важно запланировать цели на год и обязательно начать планирование со своего отдыха. Это сфера яркость жизни. Обязательно для женщин, чтобы в течение года у них находилось время для хобби, для того, чтобы она могла сосредоточиться на своей духовной практике. Для женщины очень важно проходить не только профессиональное обучение, но и личное обучение. И спорт для женщин – это все-таки больше источник хорошего настроения, где она может часть своих переживаний, часть своего этого состояния нахождения в стрессе от гиперответственности, от желания того, что все сделала сама, сбросить в спорт и уже в семье делиться своими положительными эмоциями. Итак, это видео еще войдет в плейлист ноябрь. В ноябре мы планируем свои цели на следующий год, но женщины чаще всего задают вопрос по всей шкале эмоциональных переживаний, как нам планировать цели на год. Это мы понимаем, а как планировать цели на день или как планировать свой день и не забывать о своих целях, которые существуют в течение года. Для того, чтобы женщине спланировать свои задачи на день или сделать свой день достаточно эффективным, мы планируем следующую неделю не с понедельника, а планируем следующую неделю от воскресенья. Какие преимущества этого планирования? Суббота, воскресенье традиционно связано с выходными. В эти выходные можно больше времени уделить себе, заранее спланировать свой отдых, это если он связан с выездом в другой город. И когда женщина планирует следующую неделю, начиная с субботы, воскресенья, она понимает, неважно, как пройдет эта рабочая неделя с понедельника по пятнице, в субботу и воскресенье будут приятные события, связанные с тем, что можно восстановиться, а если есть возможность восстановиться, почему бы и эффективно не поработать в течение недели. В предыдущих видео я уже говорил, что для каждого человека существует какой-то свой график высокой интенсивности, поэтому если вы, женщины, знаете свой эффективный день, это может быть вторник, среда или четверг, пожалуйста, в этот самый эффективный день, который у вас сложился исторически, или вы чувствуете, что пришли к такому графику на этой работе, пожалуйста, в свой самый эффективный день планируйте задачи. Сколько вы обычно планируете, об этом может быть 2-3 задачи, можете планировать и 4 задачи. Я уже говорил, что если вы из 10 задач за день сделаете 5, но при этом не потеряете к концу дня свой запас жизненной энергии, это тоже замечательный результат. Это, конечно, не пятерка с плюсом по пятибалльной системе, это такая твердая четверка, но мы выполнили самую главную задачу за день. Мы сделали то, что мы запланировали, пускай не все, но мы это сделали без потери энергии, без эмоционального переживания.
Почему эта методика работает? Исследования показали, что даже очень-очень большие спортсмены, ну, допустим, стрелки из лука, имеют возможность вот, при идеальных условиях в помещении или на открытом воздухе попасть в десяточку. Вот у них есть 10 выстрелов из лука, но статистика показывает, что десяточка поражается не с каждого выстрела. Отсюда делаем вывод, что если профессиональные спортсмены из того, что они запланировали, а у них запланировано попасть в десяточку, не попадают в десяточку, ну, они же не расстраиваются из-за этого, не бросают все, не ломают лук пополам. Они просто тренируются регулярно, отдыхают, тренируют свое тело, ну и с каждым разом вероятность того, что они попадут в цель или в десяточку при различных погодных условиях, у них очень как бы высокая. Поэтому не терзаем себя сильными намерениями мультизадачности сделать все, что мы запланировали за целый день. Понимаем, что наша эффективность зависит от состояния, и если ваше состояние в начале дня оценивается как 4-8, будьте уверены, что все, что вы запланировали, будет сделано даже с учетом того, что у вас будет время на передохнуть, переключиться с одной задачи на другую, до уровня того, что в конце рабочего дня будете сверкать и радовать других. Если вы в начале рабочего дня продиагностировали, заметили какие-то признаки состояния 0,4, то есть это состояние нестабильного, можете быть уверены, что 2-3 задачи, которые вы запланированы за день, могут быть не выполнены, но ваша задача не израсходовать все свои эмоции, а просто проанализировать те причины, почему эти задачи идут так медленно. Первое, что нужно сделать, постараться привлечь к решению этой задачи кого-то еще. Это может быть какое-то содействие, это может быть просьба о помощи, или это просто как бы делегирование задачи это тому, кто может это сделать лучше, чем вы, у которого больше свободного времени, или это не входит в вашу, скажем так, профессиональную компетенцию. Если мы будем к этим задачам относиться сквозь призму того, что мы просим помощи и можем получить ответ, что никто, кроме вас, эту задачу не сделает, ну, тогда делаем, анализируем, сколько времени потратили, какие есть трудозатраты, ну, то есть рационально относимся к тому, что задача может выполнена с первой попытки, а может для решения этой задачи понадобится 5 попыток. Если мы говорим о формировании какой-либо привычки, привычка за год может у вас там органически вписаться в распорядок дня, а может и не вписаться, понадобится 2-й или 3-й год, и такое может быть. Итак, как планировать свой день женщине? Вот если мы берем рабочий день, давайте пробуем, размышляем вслух, планируем свой рабочий день, исходя из вашей суточной продуктивности, то есть когда у вас больше всего есть сил. Вот вы можете проанализировать свой рабочий день предыдущий в течение недели и вот увидеть такой график. Допустим, в понедельник у вас первая половина дня была высокоэффективной, у вас там был прилив сил. Вторник вам легче работалось во второй половине дня, в среду вообще никак не работалось, не очень хотелось, уже трудно перестроиться. Четверг у вас как заправили энергетиками, все делается, 10 задач за день, еще 10, и еще и друзьям помогла, знакомым помогла. Отличный день, четверг. Пятница, половину рабочего дня уделяем работе, второй половине дня пишем отчеты, анализируем, что у нас было сделано за неделю, пишем планы на следующую неделю. Вот давайте и исходить из того, что сначала мы планируем пятницу. В пятницу обязательно 1-2 часа уделите тому, чтобы 1 час проанализировать, что сделано за неделю, и 1 час мы планируем, что мы можем сделать на следующую неделю. Чаще всего это будут какие-то переносы незавершенных дел с этой недели на следующую. Если вы знаете, что никаких каких-то глобальных последствий перенос задачи не несет, плавно переносим,
смотрим на свою загрузку. В предыдущих видео я уже говорил, что при планировании мы исходим из того, что все, что мы запланировали на год, на это мы выделяем 100 дней, остальные 200 дней, они посвящены тому, что мы занимаемся какой-то рутиной, обыденностью, ну, есть какой-то вот резерв времени, когда мы вместо запланированных 6 часов вот задачи выделяем как бы 8 или 10. Планировать день нужно заранее, планировать день можем за неделю, какой график складывается. Если вам для планирования нужны какой-то блокнот, еженедельник, пожалуйста, используйте. Не обязательно писать цифры, может быть, какие-то рисунки, зарисовки, мысли вслух. Почему? Потому что, чтобы планировать свой день, нужно пользоваться несколькими инструментариями. И когда вы будете пользоваться несколькими инструментариями, я уже как бы говорил, что если вы знаете, что у вас есть задача, и вы там выделяете этой задаче вторую половину дня, в календарик ставите задачу обучение, танцы, поход по магазинам, ну вот выделили время с таким большим запасом, чтобы у вас все получилось. При этом стараемся избегать мультизадачности, потому что мультизадачность, она тянет за собой следующий момент. То есть мы стараемся сделать как можно больше задач, но при этом забываем о двух моментах. То есть вообще стоило ли делать эту задачу, это связано, допустим, с общением в соцсетях, это связано с телефонными разговорами, это связано с общением со своими друзьями и знакомыми. То есть все это нужно просматривать через миссию своих годовых задач. В ваших годовых задачах нужно не забывать о себе. Почему? Потому что женщины, это, в отличие от мужчин, это те люди, которые стараются про себя забыть ввиду материнского инстинкта, ввиду каких-то других каких-то ценностей, которые у них есть. Вот мужчины про себя, они помнят больше, поэтому они кажутся нам более результативными. Если мужчина сосредоточился на работе, он сосредоточился на работе, сделал то, что он запланировал, тоже касается мужчин хобби. Если у мужчины рыбалка, будьте уверены, что рыбалка будет регулярной, это такой вот коллективный ритуал. Ну, вот, ни непогода, никакие другие обстоятельства здесь они не могут нарушить этот ритуал. Женщине же планировать свой день нужно таким образом, чтобы все 4 сферы, вот, личностный рост, здоровье, спорт, яркость жизни, духовный рост и творчество всегда были как бы в фокусе. Очень сложно, скажем так, в одном видео рассказать о всех нюансах, но я буду использовать метод частого повторения. Вот для женщины, когда планировать есть возможность день, нужно планировать чередование работа-отдых, отдых-работа. Ну, допустим, вариант перед работой может быть посещение спортзала, допустим, тренировка в 7-8 часов, или какая-то физическая нагрузка там 3-4 раза в неделю. Вот такая комбинация, тренировка, потом рабочий день. Для некоторых может подходить, для некоторых может не подходить, но с теми женщинами, с которыми я общался, они вот пользу от этих тренировок сказали, что ощутили вот примерно через полгода такого очень медленного вхождения в такой режим. Для тех, кто использует традиционный метод, днем поработали, вечером как бы тренировки, опять возвращаемся к колесу жизненного баланса. У нас тренировки входят в график здоровья и спорт, отдых – это яркость жизни. И вот если вы будете все время чередовать планирование своего дня через сферу яркой жизни, то есть полноценный отдых, полноценное восстановление и содержание своего тела в высокой продуктивности, то есть мы тренируемся для того, чтобы быть в хорошем настроении для женщин, и мы тренируемся для того, чтобы
наш организм физически выдерживал всю ту нагрузку, которую мы для него запланировали, или мы выдерживаем, или вы, женщины, выдерживаете ту нагрузку, с которой вам приходится сталкиваться. Это может быть запланированная нагрузка или не запланированная нагрузка. Как планировать свой день? Самые эффективные методики. Две основные методики и использование бумажных носителей, то есть блокнот, регулярные или нерегулярные записи, и следующий момент – использование совместного календаря или использование электронных носителей для планирования своего рабочего дня. Об электронных носителях или об электронных календарях есть очень много видео. «Колесо жизненного баланса» – это больше про миссию, про осмысленное использование методик. Либо мы просто методику сквозь призму колеса жизненного баланса пробуем и стараемся, чтобы вот эта вот методика, вот этот инструментарий стал вашей каждодневной привычкой. Поэтому, если вы планируете что-то в календаре, нужно это стараться сделать привычкой. Как вы эту методику можете освоить? Через личностный рост. Покупаете какой-то курс, книгу, в которых изложена какая-то методика планирования, пробуете. Если вы используете наши видеоинструкции или смотрите наше видео, это вам является достаточным для того, чтобы вы начали свое планирование, я рекомендую начать свое планирование с бумажного носителя, потому что бумажный носитель, блокнот, скетчбук, еженедельник, он помогает вам вести внутренний диалог с самим собой. Ведение диалога внутреннего с самим собой позволяет вам не переходить во весь спектр эмоциональных качелей, а сосредоточиться на положительных переживаниях, которые помогают вам выработать какое-то решение. Перед выработкой какого-то решения всегда проходите стадию анализ. А зачем вам это планировать? Как это планировать совпадает с вашими годовыми задачами? Почему? Потому что женщина, ввиду своей эмоциональности, она может увлекаться всем, все, что показалось ей захватывающим. То есть женщины очень легкие на подъем. Поэтому если мы что-то планируем, можем разделить свой планер или место для планирования своего дня на две большие колонки. То, что мне надо сделать, то, что я хочу сделать. Тот, кто интересуется монетизацией, можно выделить третью колонку. Вот что нужно сделать для того, чтобы у меня получились деньги. Тем, кто находит в бизнесе вот эта вот колонка, что нужно делать за день, чтобы мне принесло деньги, является уже самой важной. Это является приоритетом. Если вы чувствуете, что вам важно в этом дне сделать то, что вам нравится, пожалуйста, вот сквозь призму этих трех колонок анализируйте, какие задачи вам хочется делать. Если быть очень прагматичным, хотя бы одна задача за день должна быть связана с тем, как свое действие монетизировать, как свое увлечение монетизировать, как монетизировать то, что мне нравится, или то, что я умею делать. Монетизация – это не обязательно деньги, монетизация – это какая-то польза, то есть какую пользу вы от этого получаете. Видите в виде материального поощрения, видите в виде того, что у вас остается после того, как вы это реализовывали. Но я еще раз хочу вам напомнить, что в сфере денег вам нужно для себя понимать, что вы должны на следующий год или в этот день запланировать, как вы будете продвигать себя, свою экспертизу, свои товары, свои услуги, потому что как только новый человек узнает о вашей экспертизе, ваших умениях, вашем товаре и услуге, он вдруг может захотеть что-то у вас купить, вашу услугу, и таким образом вот колесо жизненного баланса – это всегда про баланс. Сделать за день то, что-то заработать за этот день, если вы работаете сами на себя, или сделать какое-то действие, при котором компания, в которой вы работаете, получит нового клиента,
получит дополнительный доход. Но все мы люди, и нам бы хотелось заниматься тем, что нам больше нравится. Колесо жизненного баланса говорит, что, пожалуйста, пускай в твоей жизни, в твоем рабочем дне будет 80% того, что тебе нравится, 10% пускай будет это твой долг, твои обязательства, и 10% это действия или намерение, то, что нам принесет или тебе лично принесет деньги. И если мы планируем день в течение вот этих вот, в этих 3 параметрах, мы будем в фокусе держать самое главное, лучше всего заниматься тем, что вам нравится. Вот почему? Потому что, когда мы занимаемся тем, что нравится, у нас самая высокая эффективность, самая большая продуктивность. Мы эти дела делаем и не устаем. Вот в этом есть огромный плюс. Когда мы делаем что-то, то, что надо, здесь нужно отработать все навыки и привычки таким образом, чтобы вы это делали в любом состоянии. Просто вы профессионал своего дела, и ваша результативность не зависит от вашего настроения, от внешних факторов. Вот это является вашей уникальной экспертизы, что во внешнем рынке платят большие деньги, потому что вы обладаете путем многократного повторения этими необходимыми навыками. Тем, кто смотрел это видео, оно является для вас мотивирующим, напишите, какую мотивацию вы получили. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится, я в вас верю.